Привет, Арми. Каждый раз, когда Тэхён и Чингук начинают говорить о ком-то, кого они называют «другом», есть что-то захватывающее. Не просто друг, а особенный друг, тот, кто неожиданно появляется в их разговорах и всегда слишком теплым, чтобы быть совпадением. Каждый раз, когда они упоминают их, тон их голосов меняется, на лицах появляются улыбки без причины, и для тех, кто внимательно прислушивается, за словом «друг» скрывается нечто более глубокое, чем простое приветствие. Поклонники давно заметили эту странную закономерность. Тэхён со своим близким другом семьи, который внезапно оказывается за ужином с родителями, а Чингук со своим другом, который вечно смотрит его прямые трансляции посреди ночи, пишет ему, просит песни о любви и даже смешит его между фразами. Две разные истории, две разные точки зрения, но каким-то образом они всегда сходятся в одной точке. И вот тут снова вступает в игру теория Тэхёна. Речь идет не только о слухах или совпадениях, но и о том, как два человека могут упоминать друг друга, не называя имени. О том, как они прячутся за словом «друг», словно это секретный код, понятный только им двоим. Итак, кто же этот таинственный друг, о котором постоянно упоминают Тэхён и Чингук? Действительно ли они говорят об одном и том же человеке, или, точнее, друг о друге? Давайте разберемся вместе, по частям. Маленькие знаки, которые можно было бы счесть простыми совпадениями, теперь начинают складываться в слишком ясную картину, чтобы ее игнорировать. Честно говоря, я давно стараюсь не слишком анализировать тот факт, что Тэхён и Чингук упоминают таинственного друга в разные моменты своей жизни. Но не могу не заметить несколько особенностей, которые наводят меня на мысль, что эти «друзья» могут быть ими самими. Потому что, когда Тэхён говорит, что ходил поужинать с родителями и другом, который очень близок его семье, никто толком не понимает, что он подразумевает под «очень близким» и как его семья относится к этому человеку, как к близкому другу, который проводит время с любимыми людьми. И все же я ничего не сказал, потому что боялся перегнуть палку. Потому что у меня не было веских оснований так думать. Однако я всегда помню, как Тэхён говорил, что тренируется с другом, который живет там, указывая в определенном направлении, как будто давая понять, что этот человек тоже в Лос-Анджелесе. Как мы знаем, BTS пробудут там несколько месяцев, чтобы поработать над своим следующим альбомом, поэтому было довольно странно, когда Тэхён также упомянул, что они поужинали вместе после долгой разлуки. В тот момент мне это не показалось странным, я даже упомянул об этом в видео, пытаясь сделать это обыденным, хотя все же попытался сложить все воедино, чтобы все стало хоть немного понятнее. Тем не менее, я никогда не предполагал, что друг, о котором говорил Тэхён, на самом деле был Чингуком. И вам, возможно, интересно, как я пришел к такому выводу и как я разрабатываю новую теорию, основанную на недавних событиях. Но, поскольку я из тех людей, кто любит делиться своими мыслями и читать ваши комментарии, настоящая причина, по которой все это вернулось ко мне и я наконец пишу это здесь, заключается в том, что несколькими часами ранее, во время прямой трансляции Чимина и Чингука, Чимин упомянул, что Чингук и Тэхён только что вместе потренировались. Затем Чингук съел 6 пончиков в Криспи Креме, но поскольку ему все еще хотелось чего-то соленого, он спустился вниз с Тэхёном, и они вместе съели рамен. Это, похоже, подтверждало, что друг, о котором говорил Тэхён, на самом деле был Чингуком. Без их ведома Чингук уже раскрыл, с кем он тренируется и ест. Это вернуло меня к моменту, когда Тэхён упомянул близкого друга семьи, и вдруг все снова обрело смысл. В своем последнем прямом эфире, который он сделал, чтобы сделать перерыв после 7 эфиров подряд, Чингук упомянул, что друг попросил его спеть песню Crush «Love You With All My Heart». Он в шутку отказался, спросив, зачем ему это нужно, а потом рассмеялся, словно знал, что его «друг» смотрит на него. Странным было то, что было 3 часа ночи по корейскому времени, поэтому многим показалось странным, что «друг» все еще не спит в такой час. Смотрел прямую трансляцию Чингука и просил его спеть песню о любви. То, как Чингук дразнил своего «друга», одновременно выполняя его просьбу о песне, очень напомнило мне выходки Чингука с Тэхёном. Например, когда Чингук сказал фанатам в комментариях, что ему звонит Тэхён, и испорченным тоном сказал, что не возьмет трубку, но вместо этого сам влип, это заставило меня поверить, что ему нравилось дразнить Тэхёна при любой возможности, а затем утешать его приятными словами, например, говоря, что Тэхён лучший и что он его очень любит.
Меня продолжало беспокоить то, что Чингук несколько раз упоминал этого друга в предыдущих прямых трансляциях. Говорил, что ревнует, потому что его друг хорошо играет в игры, что они иногда вместе играли в Party Animals, что он чуть не устроил прямую трансляцию, играя вместе, но не смог из-за работы, и что его друг смотрел трансляцию. Пока писал свой фирменный комментарий, сложно было не заметить общую нить между ними. Тэхён постоянно упоминал друга, который также ужинал с его родителями, потому что они были близки с его семьей, а Чингук постоянно упоминал друга, который постоянно писал ему и смотрел все его трансляции. Это казалось слишком случайным совпадением, чтобы игнорировать. И хотя Чингук в итоге спел песню, которую попросил его друг, я все еще не мог забыть, что он всегда пел Тэхёну песни о любви, и Тэхён каждый раз выглядел гордым. To Find You – песня о любви, которую Чингук часто пел ему, его даже слышали на одном мероприятии. И кто знает, что скажет кто-то другой, но тот факт, что он снова спел Me After You в оригинальной версии, хотя в прямом эфире 2023 года он пел ту же песню, но изменил слова на «Я так счастлив, что ты здесь», стал одним из самых прекрасных воспоминаний, ведь мы знаем, что его легкий жест в камеру был адресован тому, кто все еще смотрел его прямую трансляцию в 3 часа ночи. Возможно, таинственный друг, о котором они говорили, это они. Как новая версия кашляющего призрака в прямом эфире Тэхёна и тихого сантехника, бродящего по дому Чингука, и хотя это всего лишь еще одна теория, не абсолютная истина, и, вероятно, так и останется догадкой, одно можно сказать наверняка: Тэкуку всегда будет о чем поговорить, пусть даже по незначительным, очевидным знакам, потому что, возможно, эти таинственные друзья на самом деле ближе, чем мы думаем. Ведь если присмотреться, то всякий раз, когда Тэхён и Чингук говорят о своих друзьях, их тон всегда слишком теплый для простой дружбы. В этом нет ничего плохого. На самом деле интересно, как им удается сохранять нечто настолько личное и естественное перед миллионами людей. Они никогда прямо не говорят, о ком говорят, но их язык тела, мимика и то, как они обращаются друг к другу, словно несут скрытые послания для любого, кто внимательно вслушивается. Я часто думаю, что, возможно, это их способ поддерживать баланс между личным и публичным мирами. Они знают, что все, что они говорят, может стать важной темой, поэтому предпочитают выражать свои мысли с помощью маленьких знаков, слова «друг» или легкой шутки, которую понимают только они, как будто они играют с нами в секретную игру, безобидную, но наполненную смыслом. И, возможно, если внимательно прислушаться, каждый раз, когда Чингук упоминает друга, наблюдая за происходящим, или Тэхён говорит о ком-то близком к семье, мы можем почувствовать уникальную близость, присущую только двум людям, которые действительно знают друг друга даже вне центра внимания. Ведь как две разные истории, происходящие в разное время, могут так идеально дополнять друг друга без малейшего намека на совпадение. Вот почему эта теория не просто о том, упоминают ли они друг друга, а о том, как они вплетают свою собственную историю в каждое предложение, каждую песню и каждый короткий смешок, которыми делятся. И, возможно, если задуматься, этот таинственный друг не просто скрытая личность. Это символ того, как они защищают свои отношения, тайное пространство, принадлежащее только им двоим, место, где «друг» становится кодовым словом для всего, что они не могут произнести вслух. Потому что в конце концов, верит в это мир или нет, Тэхён и Чингук всегда найдут способ найти друг друга, пусть даже это будет всего лишь песня посреди ночи, один пропущенный звонок или простое предложение. И, возможно, среди всех этих маленьких знаков есть одна правда, которую они бережно скрывают, не для того, чтобы обмануть, а чтобы сохранить что-то столь ценное для себя. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh.